Всем привет! С вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике вы увидите полезные рабочие хитрости по замазке штруб, замесу штукатурки, нанесению штукатурки на стену, оптимизации рабочего процесса, покажу полезную программу для ремонта квартиры, формирование внешнего и внутреннего угла и многое другое. Ролик будет длинный, поэтому заваривайте чай и усаживайтесь поудобней. Советую посмотреть его до конца, чтобы не пропустить самое интересное. В прошлых сериях я показал, как подготавливаются различные поверхности под штукатурку, два способа армировки стен от трещин. Установку маяков по лазерному уровню, в том числе и с учетом угла 90 градусов. Это все можно посмотреть в двух предыдущих роликах. Если, конечно, вы этого еще не видели, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Поехали! Если в процессе ремонта вы делали штробы по готовой штукатурке, как в моем случае на тех стенах, где я оставил штукатурку от застройщика, возникает необходимость их замазки. Не все знают, как это сделать правильно. Сейчас на примере одной из штроб я покажу, как неправильно замазывать штробы и как правильно, и в чем отличие. Для замазки штроб использую гипсовую штукатурку. Стены, где находятся штробы, поштукатурены тоже гипсовой штукатуркой, только серого цвета. Замешиваю необходимое количество. Не слишком много, чтобы я успел израсходовать штукатурку. В первом случае я покажу не самый лучший вариант, которым, кстати, чаще всего пользуются. Штроба заполняется штукатуркой. Предварительно она была загрунтована. Затем излишки штукатурки снимаются за подлицо со стеной. Вот именно так лучше не делать. Не то чтобы этот способ не работает совсем, просто он требует дополнительных трудовых затрат. Штукатурка втягивается, образуется канавка, ее все равно потом нужно подшпатлевывать шпатлевкой, а то и 2 раза. Визуально вроде бы все хорошо, но бывают такие случаи, когда уже после покраски вы при боковом свете видите эти углубления. И это уже проблема, потому что стена покрашена. Как подмазываю штробы я? Штукатурка в стробу наносится с запасом, то есть делается небольшой бугорок. Таким образом замазываются все штробы, ну и все, что вы хотите подмазать. Мне еще нужно подмазать низ стены. Примерно через 40 минут штукатурка схватывается. Ее можно подрезать, то есть она уже твердая, но еще поддается, когда вы ее снимаете ребром шпателя. Штукатурка снимается за подлицо с уже существующей стеной. В таком состоянии она уже не просядет. По такому же принципу замазывается вообще все, что нужно замазать и подмазать. Все получается очень красиво. Еще один совет перед тем, как заштукатурить стены. Если производились работы по электрике, то понятно, что нужно сфотографировать и записать, где у вас идут все кабели. Самый простой способ, я бы даже сказал, современный способ, это использовать программу и телефон. Есть специальные программы, где вы можете сфотографировать стену и прямо по фотографии проставить размеры, какие вам нужно, и сделать пометки. Вообще в Google Play таких программ много, да? То есть такая программа есть у Bosch, линейка, измерение фотографий. В общем, в принципе, достаточно. Лучше всех работает вот эта программа Image Meter. Я ее уже у себя на телефоне установил. Сейчас продемонстрирую, как она работает. Открываю программу. Добавляю сюда фотографию из галереи. Вот, допустим, вот это. Как работает эта программа? Выбрали фотографию. Во-первых, фотографии можно, если что, увеличивать и уменьшать. Здесь выбираете. Здесь можно выбрать различные действия: замер, рулетка, угол, круг, точку поставить, карандаш, эллипс, свет, ну все что угодно. Мы выбираем замер. Я провожу пальцем от необходимой точки, то есть от штробы до стены. А обратите внимание, что в углу появляется такой вот подэкран. Если вы к какой-то мелкой детали хотите подвести стрелочку, то этот экран вам помогает. Выбираете размер. Здесь у нас размер от штробы до стены 1248 мм. 1248 мм. Окей, сохранили. Все. Осталась стрелочка. Значит, смотрите, эта программа может работать напрямую с дальномером.
Коннектите дальномер. Если у вас вот дальномер с Bluetooth, то, соответственно, вы можете сконнектить ее с программой. Почему я, собственно, менял старую модель бошевской рулетки на новую? Потому что в новой есть Bluetooth. Второе делаем измерение. Провожу стрелочку. Раз. Два. Выбираю значение. И смотрите. Значит, если я сейчас вот померяю, то здесь появится автоматически сразу цифра. Делаю измерение. Все, видите? 137 сантиметров. Ну, там у меня не 137 миллиметров, просто я делаю для наглядности. Вот смотрите, сейчас в эту сторону померяю, на ту стену. Сюда, обратно. Видите? Сразу же автоматически появляется размер. То есть это очень удобно. Почему? Потому что вам ничего не надо мерить рулеткой. Все. Остается этот размер. Это очень удобно. В итоге у вас вот что получается. Я тут уже где-то раньше размеры снимал. Смотрите. Все штробы со стрелочками. Сколько сантиметров до ближайшего угла. Материал на объекте раскладывается таким образом, чтобы он не лежал в одном месте. Потому что будет слишком большая нагрузка на перекрытие. Равномерными кучками по всей квартире. Всего у нас на данный момент 40 мешков штукатурки. На стены и потолок буду наносить гипсовую штукатурку волмослой. Пластичная штукатурка, которую можно наносить слоем до 60 мм. Обладает достаточной липкостью, чтобы ее можно было применить на потолок. Приступаю к замесу штукатурки. Сначала наливается вода, затем насыпается штукатурка. Причем воду нужно отмерять точно. При помощи мерного ведра. Это очень важно, потому что штукатурка, все замесы, они должны быть одной консистенции. Я люблю скрывать мешки при помощи ножек или ножниц. Вот этот вот карман я не люблю вырывать, потому что получается очень много мусора. Я люблю аккуратненько обрезать ножницами. Первым делом насыпается так называемая подушка из штукатурки, чтобы на дне не было комков. Равномерно можно засыпать вот пару черпаков. Затем высыпается все остальное. Вообще, перед замесом рекомендую прочитать инструкцию на упаковке и следовать указаниям, которые там написаны. Единственное, что можно регулировать, это воду, чтобы штукатурка была чуть гуще или наоборот. В тех пределах, которые рекомендует производитель. Штукатурка замешана. Еще один совет. Если вы используете помостья или всякие стремянки, перед началом штукатурных работ их можно обернуть пленкой и постелить картон. После завершения всех штукатурных работ помостья останутся чистыми. В любом случае, мыть и обдирать штукатурку будет дольше по времени, чем заклеить все пленкой. Теперь можно приступать к нанесению штукатурки на стены. Для стен помостья я не заклеивал, обернул в пленку на этапе штукатурки потолка. Для улучшения адгезии предварительно можно нанести при помощи терки адгезионный слой. Потому что бывает, когда ляпики накидываешь, они не всегда приклеиваются. Для этого размазываю штукатурку по стене гладилкой. Затем накидываю штукатурку. Гипсовая штукатурка вообще липнет хорошо, но бывает так, что запечатывается воздух. После того, как вы накидали штукатурку, площадкой ее можно подровнять. Так будет удобнее стягивать. Если вы гладилкой разравниваете предварительно накинутую штукатурку, то правилам вам придется работать значительно меньше. Чтобы не свинячить на пол, лучше всего что-то подкладывать. Вообще, в идеале это брезент, потому что брезент он резиновый, и можно его
потрясти, с него отвалится штукатурка. Насчет штукатурки, которая падает на пол. Вроде бы кажется ерунда, можно убрать шпателем, но посчитайте время в масштабах всей квартиры и окажется, что проще подстелить картон. Значит, когда вы штукатурите стены, очень часто бывает так, что разглаживаете, что-то поправляете, и нужно инструмент куда-то ложить, для того, чтобы взять правило и разровнять. Очень удобный вариант – это инструмент хранить на стене. Вы что-то поправили, разровняли, инструмент прилепили, все. Дальше работаете правилом. То есть получается, что вам не нужно нагибаться. У вас инструмент все время будет под боком. Вы его можете прилепить наверху, можете прилепить снизу. Все. Получается, что свободные руки и инструмент всегда под боком. Понятно, что если снизу, то инструмент можно положить на пол. Но вот если вы стоите на стремянке или на помостях наверху, то это уже совсем другое дело. Штукатурку нужно замешивать в том количестве, чтобы вы успели ее выработать. Если работаете шустро, то можете замешивать сразу 2 мешка. Не успеваете, замешивайте 1 или полмешка. Начинать штукатурить лучше сверху вниз. Тогда падающая сверху вниз штукатурка не будет портить уже стянутую снизу полосу. Мне лично все равно. Я начинаю сверху, потом могу продолжить снизу вверх. У меня штукатурка особо не падает. Когда штукатурка схватится, ее обязательно нужно подрезать. Если посмотреть на боковой свет, то видно, что полоса немного сползает и образуются бугры. Подрезка – очень важный этап штукатурных работ. А без бокового света кажется, что вроде стена ровная и ничего. С этим производителем штукатурки знаком давно. Качество мне нравится. Штукатурка наносится легко, консистенция воздушно-пластичная. С качественной штукатуркой легко работать. Еще одна небольшая хитрость. Если у вас силы немного, или вы начинающий штукатур, то не закидывайте сразу всю полоску. Закидывайте половину, потом стягивайте. На этом этапе у меня в микрофоне села батарейка, поэтому смысл сказанного передаю закадровым голосом. Стянули половину полоски, затем накидали другую половину. Так как первая половина уже стянута, вторую половину тянуть тоже легко. В общем, в 2 раза нужно меньше тратить энергии. Вот как это выглядит на практике. Наношу штукатурку на оставшуюся часть стены. Еще одна штукатурная хитрость. Если вы работаете, штукатурите один и некому помочь поднимать тяжелую бадью наверх для того, чтобы закинуть штукатурку под потолок, мешайте штукатурку сразу на помостьях. Потому что по отдельности вы все сможете поднять, а когда уже сюда добавится мешок, то бадья будет весить больше, чем 50 килограмм. Засыпайте мешок сразу наверх. И начинайте перемешивать. Таким образом, вам не нужно поднимать тяжелую емкость. Некоторые мастера подумают, что можно закидывать штукатурку с пола наверх. Но я хочу возразить. Во-первых, не все так могут. А во-вторых, разгибаться и нагибаться – это тоже лишняя трата сил. Кстати, сравнивал миксеры по замесу. С одной насадкой и с 2. С 2 по скорости и качеству замеса выигрывает. Не забывайте после замеса ополаскивать миксер в ведре с водой, а то потом придется молотком отбивать насадку. По такому же принципу я наношу штукатурку на другие стены в квартире.
Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, обладает рядом преимуществ. Ее можно наносить толстым слоем, и если нужно, можно подготовить поверхность сразу под обои. Отдельно нужно показать, как наношу штукатурку на стену с сеткой, которую я показывал раньше. Сетка отгибается и наносится штукатурка на стену. Затем сетка вдавливается в штукатурку и сверху разглаживается шпателем. После этого наношу ляпы, разглаживаю гладилкой и стягиваю правилом. Вот, собственно говоря, все отличие от обычного нанесения. Через 40-50 минут после нанесения штукатурка начинает схватываться. Проверяется пальцем, и если чувствуется, что она уже затвердела и слегка приминается, то уже можно подрезать. Подрезка очень важный этап штукатурных работ. От нее зависит ровность стен. Ни в коем случае нельзя игнорировать этот этап. Подрезается по маякам до того момента, пока срезается правилом. Как только перестает срезаться, значит плоскость уже готова. Штукатурка хорошо подрезается, главное выбрать правильное время подрезки. После подрезки достаются маяки. Просто подковыриваются шпателем и вырываются из стены. Маяки, которые достаются со стены, они для второго раза использования непригодны, потому что они гнутся. Даже если вы будете их доставать аккуратно, то все равно их использовать нецелесообразно, потому что некоторые в комментариях пишут, что почему бы маяки не использовать второй раз. То есть маяки просто сгибаются и все отправляется в мусор. Ребята, что касается моего мнения по замыливанию, заглаживанию, глинцеванию штукатурок. Если честно, я это делать перестал. Объясню почему. Потому что по трудозатратам все эти процессы занимают столько же времени, а то и больше, чем обычная шпатлевка. И очень часто эти работы делаются с нарушением, потому что люди не успевают, штукатурка застывает, они начинают разводить жидко гипсовую штукатурку и прошпатлевывать стены, там размачивать. И в итоге вот эти вот слои, нанесенные мокрые на мокрое, они бывают отслаиваются. Поэтому я решил для себя, что для меня главная плоскость, то есть штукатур он должен продавать не поверхность гладкую, а он должен продавать плоскость. То есть для заказчика он должен делать плоскость, а уже поверхность гладкая делается шпатлевкой. Поэтому я для себя решил, что если
это мой объект, то я глинцовку никакую не делаю, не замыливаю, не заглаживаю. Почему? Потому что при заглаживании все равно образуется апельсиновая корка. Вот все стены надо смотреть при боковом свете, при проявочном свете, сразу все увидите. Все равно образуется апельсиновая корка, все равно стену нужно шпатлевать. Да, для офиса, для обоев каких-то грубых эта стена пойдет, но для высококлассной дальнейшей отделки все равно ее нужно шпатлевать. Очень хороший эффект дает шлифовка штукатурки. Вот простой пример. Эту стену после подрезки я довел шпателем до красивого состояния. Все замазал и разгладил. Без бокового света стена кажется прям идеальная. Бери да клей обои. А так выглядит стена крупным планом при боковом свете. Все равно есть апельсиновая корка, хотя без бокового света стена кажется красивой. Вообще, если у вас есть опыт и желание, то можно добиться более лучшей поверхности, но я не заморачиваюсь, просто шпатлюю. Теперь прохожу по стене шлифмашиной. Эта процедура очень эффективна. Шлифовка стены заняла примерно 10 минут. Наждачка стоит 120 фракции. А вот теперь посмотрите, как выглядит шлифованная стена. Да, вскрылись замазанные кратеры, но зато сама плоскость стены гораздо ровнее. Опять же, это мое субъективное мнение. Многие заглаживают и получается отлично. Каким образом я формирую внутренний угол? Обычно я штукатурю параллельные друг другу стены, а затем на следующий день перпендикулярные. Получается, что когда нужно формировать угол, одна стена у меня уже ровная и твердая. По ней вот таким вот образом, шпателем, я заостряю внутренний угол и снимаю наслоение. Никакими угловыми шпателями я не пользуюсь, от них эффект хуже. Для замазки штроп от маяков я использую Урбанек для штукатурки, хотя во многих магазинах он продается как терка для газосиликатных блоков. Канавки от маяков я замазываю следующим образом. Штукатурку наношу с запасом, по такому же принципу, как и штробы в начале ролика. Жду, пока она схватится, и счищаю теркой для блоков. Терка счищает штукатурку быстрее, чем шпатель. Теркой помимо штроб можно счищать бугры во время подрезки штукатурки. Получается очень аккуратно, а самое главное быстро. Результат. Штроба замазана, заподлицо со стеной. Каким образом я буду штукатурить этот внешний угол? Нам надо поштукатурить этот угол. Как это сделать без лишнего геморроя? Здесь нужно, чтобы был уровень и, соответственно, угол 90 градусов. Для этого мы используем рейку. В данном случае это правило H-образное, но так называется рейка. То есть можно использовать рейку, правило, в общем, любой ровный предмет. И даже такой вот уровень, но его просто жалко. Подставляю сюда лазер. Значит, находим при помощи лазера, или, соответственно, пузырькового уровня, неважно. Наклон. Где у нас самая выпирающая точка? Самая выпирающая точка у нас получается снизу. То есть вот по лазерному лучу видно. Предварительно поставил лазерный уровень. Внизу луч практически сливается со стеной, а вверху получается где-то примерно 1,5 сантиметра. Точку уровня нашли. Сейчас я вот здесь вот ставлю метку. Теперь нужно найти угол 90 градусов, так как лазерный уровень по отношению к стене может быть развернут. То есть он может быть не 90 градусов, там 85, 70 или наоборот там 100 градусов. Для этого я просто беру угольник, подставляю в эту точку, которую я отметил карандашом, и, соответственно, вот моя точка, уровень и угол 90 градусов. От нее можно отталкиваться. Если у вас есть помощник,
то он, соответственно, может взять рейку и сразу ее сюда подставить. Никита подставляет рейку. То есть вот точка. Теперь выровняй рейку по лазерному лучу. Вот так вот по уровню. Возьми теперь уровень, вот этот, и выровняй рейку по уровню. Все. Вот он наш уровень. Сейчас я возьму карандашик и сразу здесь прочерчу линию. Теперь эту рейку мы или прикручиваем к стене, или примораживаем. Что значит примораживаем? При помощи гипса или гипсовой штукатурки приклеиваем к стене. Значит, отверстие, которое в правиле, оно больше, чем диаметр дюбель гвоздя, поэтому мы сейчас можем немножко поиграть правилом. Поджимаем при помощи шайбы, соответственно, чуть-чуть можно туда-сюда подвигать. Потому что невозможно точно просверлить отверстие перфоратором до микрона. То есть можно подбить, подвинуть туда-сюда и потом поджать. Теперь такую же процедуру произвожу сверху. Смотрю уровень. Уровень у нас нормальный. Делаю отверстие. Ну вот уровень есть. Поджимаем. Значит, правило зафиксировано. Теперь при помощи, в идеале это должен быть гипс, но гипса нету, поэтому я смешал гипсовую штукатурку с цементной, чтобы она быстрее схватилась, и подмазываю правило немножко с торца, чтобы когда будет на него давление при стягивании, чтобы оно не ушло в сторону. Вот что получилось. Теперь сверху нужно еще сделать кусочек, так как по высоте не хватило. Сверху этот кусочек просто приклеиваем на вот эту смесь штукатурки. Еще раз говорю, что в идеале использовать гипс. Наношу смесь на стену, приставляю кусочек и выравниваю его по уровню. И сзади подмазываю то же самое, чтобы при давлении он не ушел назад. Ждем, пока эта конструкция схватится. Примерно минут 15-20. Затем наношу штукатурку и начинаю стягивать обычным угольником. Одна сторона угольника опирается на ровную стену, другая сторона на правило, так называемую рейку. Таким образом формируется угол 90 градусов. Теперь нужно ждать, пока штукатурка схватится.
После того, как штукатурка схватилась, я ее подрезаю при помощи угольника и шпателя. Затем сбиваю на бок правила и подрезаю штукатурку, которая вылезла за границы стены. Штукатурка подрезается по плоскости ровной стены. Угол готов. После того, как штукатурка высохнет, угол еще можно будет дополнительно подмазать. Вот один из способов штукатурки внешнего угла. Смета на работу и материалы. По ценам ориентируюсь на популярный белорусский интернет-магазин постройка.бай. Чем мне нравится постройка, то что это строительные материалы с доставкой прямо в квартиру. Это смета из прошлого ролика. Я ее поставил сюда для того, чтобы было понятно. Здесь расписана подготовка основания и установка маяков. Штукатурка стен посчитана без учета стоимости маяков. Маяки в первой смете. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!